Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Каждый начинает свое утро по-разному. Кто-то делает зарядку, кто-то пьет кофе, кто-то идет на работу, а мы с вами пришли к морю. Сегодня я на велосипеде. Мы проедем вдоль набережной, посмотрим по району немного, району Теджи. Обязательно проеду мимо школы, посмотрим, уложили ли там тротуарную дорожку. В общем, посмотрим, что изменилось за эти дни. И, как всегда, друзья, я вас приглашаю в свое путешествие. Будем путешествовать вместе, будем все смотреть. Вы будете видеть все сами своими глазами. Ну что, друзья, погнали! Я еду по дорожке вдоль набережной. Помните, я показывала вот эти поля? Сейчас их спахали, разложили такие шланги для полива и что-то будут садить. Здесь очень хорошо, видите, дорожка и скамеек очень много. Вечером или днем прийти можно посидеть, отдохнуть, полюбоваться морем. Море, конечно, шикарное. Вчера ночью был дождь. Думала, и днем будет, но дождь закончился. Очень хорошо. А впереди у нас эвкалиптовая роща. Если у вас тут квартиры рядышком, может, увидите. Хотя здесь комплексы старые, но за ними там есть новые комплексы. И так люди с утра проводят время. Кто-то на велосипеде ездит, как и я, кто-то бегает, кто-то рыбу ловит. Я смотрю, сидит мужчина, удочку поставил и что-то вот пытается поймать. Но здесь рыба, конечно, очень мелкая, если ловится, ну, для котов только. Я остановилась на дороге. Смотрите, вот старые комплексы и вот это вот панорама комплекс из 2 блоков. До моря идти совсем близко. Еду мимо рощи, птицы поют, весна в полном разгаре. Если кто приезжает и нету негде остановиться, да, вот квартиры нет своей еще, или не успели снять, в Тедже есть гостиница, и она находится, вот смотрите, буквально с морем. Здесь море, несколько метров пройти. И отель. Отель недорогой. Здесь летнее кафе, но пока оно не работает, еще не сезон. Ничего не убирали здесь. А с другой стороны, если захотите отдохнуть, вот кафе есть, Белла Чао. И рядышком парикмахерская. Хороший салон. Поэтому, кто захочет сделать себе стрижку или какую прическу, здесь и маникюр делают. Очень удобно. На набережной пока еще ничего не убирали. Мусор как был, так и есть. Ну, я думаю, к сезону потом проедут трактора специальные, соберут камни, мусор. Все подготовят к летнему сезону. Будет все чисто, аккуратно. Ну, а сейчас не очень хорошо. Ну, никуда не деться. На дорожке с другой стороны, я смотрю, подготавливают столбы. Вот здесь, видите, освещение будет. Это классно, конечно, все будет светло, хорошо. Потому что вот этих фонарей маленьких все-таки не хватает. Я думаю, здесь поставят высокие столбы. А может, еще дополнительно фонари какие. Будет классно. Мне здесь нравится гулять. Но сегодня мы едем на велосипеде. Быстренько проскочим. Вдоль набережной это все старые сеты. Мы скоро подъедем к рыбному ресторану. Посмотрим, что там изменилось. Вот я говорю, что буквально день-два не проедешь в каком-то районе, и уже что-то делают. Все меняется в лучшую сторону. Убирают все мусор. Я смотрю, сделали подрезку на деревьях. Приехала машина и трактор. Сейчас все уберут. Будет чисто. Вот эта вилла очень красивая. В прошлом году ее кто-то купил в Турке. И, в общем, все подготовили для себя. Смотрите, они даже живность завели.
такой гусак. Что такое, гуся? Гусь, 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 гусь. Гель, 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 гель. Вот такой гусак. Там еще собачки и уточки были такие маленькие, но почему-то не вижу. И видите, столбы будут ставить везде. Очень классно. Такая территория. В прошлом году вот эти эвкалипты все были подрезаны, просто стояли столбы. А сейчас видите, как за один год они отросли. Вот так. Солнышко пробивается, лучики светят. Пусть оно греет вас, если у вас холодно. Рядом море. Сегодня волны небольшие, но все равно погода замечательная. Еду потихоньку. Сейчас уже подъеду к ресторану рыбному. С утра, конечно, здесь никого нет, а вечером очень много людей приходит. Здесь такой флаг огромный турецкий висит. И такой навес есть, можно покушать внутри. Но когда солнышко, все выходят на террасу, на улицу кушать. Помните, я говорила, что здесь когда-то был дом, огромный, просто длинный. Его снесли все, и сейчас пустырь. А там дальше идут новостройки. И рынок по средам. Вот буквально за этими домами рынок по средам. И хочу показать пляж. Здесь более песчаный. Часто меня спрашивают, вот это вот сите, оно идет полукругом с нескольких блоков, там оно, я не помню, 4 или 5 состоит. И набережная, более песчаный пляж. Здесь очень много отдыхают, но все равно, если вы проходите на море, то 1,5 метра, ну метр, все равно камни есть. А сама набережная песчаная. Но сейчас она, видите, все после этого селя, шторма. Весь мусор, еще пока ничего не убирали. И море, кстати, отошло на несколько метров. Видите, как делают изменения в Тедже в лучшую сторону. Конечно, вот я показываю все как есть. Пустырь, все заросшее. Ну а как, не приукрашиваю ничего. Вот сюда я часто приезжаю на зарядку делаю. Здесь хорошие тренажеры, можно позаниматься спортом. Собачки также, видите, приходят позагорать, на солнышке погреться. Плита нагрелась, горячая от солнца. И вот это здание, я не помню сите название, но дальше потом пройду, и там заодно мы посмотрим температуру, какая на сегодня с утра. Вот это, видите, полукругом, сколько здесь, 4 блока. Здесь убирают все. Да, подготавливают такие ямы для столбов. Сразу закапывают и будут бетонировать. Классно. Хочу спуститься вниз, показать. Видите, здесь больше песок. Ну, конечно, сейчас мусор, но его уберут потом. Пройдут трактора и все уберут. А море отошло очень далеко. Здесь мелко, получается, когда заходите, не глубоко. Идете мелко-мелко, а потом глубина. Такие сегодня волны. Очень красиво. А небо, посмотрите, какое красивое. Голубое-голубое, белые облака, солнце светит. Очень классно, конечно. Проехала мимо сите. На солнышке 28,2 температура. Смотрю, под столбы вот это все роют. Или под фонари. В общем, для освещения. Зацепили какую-то трубу, потекла вода. Ну, Турция, куда деваться. Всегда с приключениями. Убирают траву, покосили. Будут столбы ставить, поэтому, видите, все подготавливает. Мы проедем дальше. Вот здесь квартиры, конечно, очень огромные. Это старый фонд. Раньше строили, конечно, большие квартиры. С другой стороны моря, я смотрю, оно очищается уже. Волны не серые и черные такие, с песком, а светлые. Очень хорошо. Собачки гуляют, мелкие. Хочу проехать вперед, посмотреть, сделали там что-нибудь с этим мостом. Или его оставят, как и есть. Все разрушено, может и не будут его делать. Кто его знает. Здесь немного так разровняли трактором.
Ну, конечно, ужасная. Здесь такая территория была зелененькая, трава очень красиво. Впереди кафешечка была, всегда музыка шикарная такая. Остановилась, дальше не проехать. Видите, молодой человек также поехал, думает, проедет, а оно не тут-то было. Какие-то канавы вырыли. Посмотрим. Здесь так классно было. Вот так пройдешь по дорожке, через мостик и на другом берегу. Смотрите, это же вся сель вот сюда даже шла, в Сите, было затоплено. Ну там все перекурочено, как попало. Конечно, ужас. Туда вперед не пройти абсолютно. Ну, трактором, видите, немножко раскидали этот мусор. Прямая была дорога, где пальма, мост. Классно было, конечно, гулять. И на той стороне огромный парк зеленый. Мы часто ходили, гуляли. Сейчас нужно выезжать на трассу Д400, потому что этот участок невозможно пройти. Пойду обратно. Пока так ничего и не восстановили. Ну, я сейчас вернусь, проеду. Посмотрю по другим улицам, что там меняется или не меняется, что делают. В общем, на трассу туда не поеду. Потом съезжу к школе, посмотрим по центральной улице Гази-Паша, что там есть, что открылось, кстати. Ну, а вечером можно, конечно, в какой день, я потом еще прогуляюсь и посмотрим. Там же освещение появилось, но не полностью на всей улице, частично. Прогуляемся вечером, посмотрим, как смотрится вечерний район Теджи. Еду обратно. Сейчас хочу проехать, вот где машина, по этому райончику глянем. Немножко я объеду машинку. Вот так. Здесь, видите, старые виллы. Ну, совсем старые. Не очень такие. Дороги нет еще, конечно. Ничего не делали. Ну, кусками, видите, полатали. А так еще ничего нет. Старые комплексы. Многие, конечно, покупали квартиры и не только в новых районах, а уже которые были построены раньше. Поэтому смотрите, друзья, вдруг у вас здесь квартира. Приятно будет посмотреть. Вот это вот два комплекса, это недавно, в прошлом году сдался Джевик, застройщик. Конечно, здесь квартиры очень дорогие. Сейчас остановлюсь, покажу. Чуть дальше от этого комплекса новый дом строят. А вот это Альп-Сити, только нумерацию не помню. 6-й или 5-й, ну какая-то, а может 2-й номер. Не помню, давно уже проезжала. И там за ними такой лимонный сад. Но он старый, и им не пользуются, не поливают. Как и здесь, видите? Перейду немножко. Вот лимонный сад, но не поливается. И все высыпают, это значит территория уже куплена. Будут потом вырубать все и будут строить дома. Ну а здесь, видите, асфальт, все, что сняли, просто куча сбросали. Здесь, если пройти вот туда вперед, это King of Gum, это для детей спортивная школа, там тэквондо или карате, что-то такое есть. И также, видите, столбы, весь мусор, конечно, все. Ну, фонари, я вам хочу сказать, видите, везде стараются уже новые устанавливать. Старые столбы, которые вот верхние провода были, их убирают. А сейчас все под землей делают. Классно, конечно. Сейчас проеду и выеду возле Мигроса. Вот впереди, если проехать, вот эти два здания, они также год или 1,5 года где-то, может даже 2 года сдались. И в этих домах, вот в первом блоке, там магазин, очень удобно, шок. То есть не шок, а Мигрос. И здесь, видите, стройка началась. Делают нулевой этаж, вот этот цокольный, заливают, готовят арматуру. А вот сюда я выйду сейчас, это Мигрос. Вот в этих, вот петухи орут.
Вот в этих домах на первом этаже продуктовый магазин. Магазин Мигрос, дальше там пиццерия, кафешка и продают мясо, говядину и свинину. Там, кстати, есть магазинчик. И смотрите, хочу показать, видите, дорогу полностью асфальт сделали и также делают тротуарную плитку, укладывают. А вот там чуть дальше машина проехала, это уже трасса Д400. Очень хорошо. Вот это старая школа и мечеть. Так все выглядит. Здесь такси, это конечная остановка. И пошли все магазины, это начало улицы Гази-Паша. Если ехать с города, то это вот начало улицы Гази-Паша. Здесь магазины обуви, мастерская, очень хорошая мастерская. Вот если нужно будет обратиться, Хусейн здесь. Он и, как сказать, и замки чинит, и шьет, и обувь ремонтирует. В общем, все, человек безотказный. Если что-то нужно, обращайтесь к нему. Сейчас проедем сюда по Гази-Паше, посмотрим, что нового есть. Столбы ставят с двух сторон, очень хорошо. Освещать будет нормально, освещение будет вечернее. Но здесь вот все магазинчики, кафешки. Очень много всего. Какие-то открываются, какие-то закрываются. Посмотрим, что тут есть. Много кафе Тантуни, где покушать. Потом дальше идет Денис Кызы, это на перекрестке. Здесь есть магазин электрики. Большой здесь есть и лампы, и провода, и, в общем, всякой мелочи очень полно. Я сейчас поверну. Немножко мне надо кое-куда заехать. Если нужно ксерокс или с компьютерами, вот сюда на угол обращайтесь. Магазин БИМ. Товар, смотрю, привезли, разгружают. Очень много магазинов. Магазинов очень много, конечно. Здесь и люстры продают. Все есть хозяйственное. Здесь что-то, кто-то съехал. Да, а может что-то будет. Какое-то кафе, по-моему, было. Сладости продавали. А здесь специи, кафе. Вот все. Здесь покушать можно. Кафешка и мясо. Касап-магазин. Дальше огромный магазин хозяйственный. Вот, смотрю, цветы уже привезли. В горшках такие красивые. Смотрите, какие красота. Очень красивые. Гвоздички. И пчелка, смотрите, летает. Видите, какая? Махонькая-махонькая. Вон она. Очень красивые цветы. Есть семена, если у кого есть участок, можно купить. Также новый дом строят, он невысокий, но видите, магазины будут на первом этаже. Находится этот дом, еще название не знаю, какой-то новый застройщик. И напротив здесь пекарня, она работает 24/7. Ну, дальше мечеть, магазин электрики там еще есть. Очень много всего. Еще покажу вам цветочки, но такие красивые. Смотрите, вот даже внизу какие цветы красивые. И на стеллажах. Ромашки полевые. Маленькие такие. И цвет, смотрите, еще какой интересный. Много в кашпо продают. Можно на балкон повесить. Пока они закрыты, но цветоносы, смотрите, сколько. Очень красивые. Друзья, еще хочу зайти в магазин электрики. Смотрите, какие линии. Они огнем горят. Очень красивая световая подсветка.
Сейчас спрошу, можно снять или нет. Мараба. Видео сакенте йок? Йок. В общем, разрешили все. Смотрите, не обязательно даже ехать в город. Я вам покажу, какие люстры есть. Они просто, видите, как бы еще не включены. Света нету. Но очень красивые. Это в Тедже. Вот. Выбрать можно любую. И маленькие, и большие. Очень красивые. Есть такие фонариками, видите, а есть вот как гирлянды такие, очень интересные. Магазин не очень большой, но выбрать можно. Такая люстра в турецком стиле, интересные. Есть настены со светодиодами. В общем, всего полно. И даже смотрите, какой столик. Это можно в коридор поставить, такое большое зеркало. Для входной группы классно. Ну и всякие мелочи, видите, все есть. Если будете делать ремонт, все можно подобрать. И лампы, и лампочки. Все, и вот такие люстры. Смотрите, какая. Ну, это на высокий потолок. Или квартира должна быть в 2 уровня, знаете, такие дуплексы. Ну и всякая мелочь, что нужно для ремонта. В общем, так. Ну, турецкие такие. Вот такая еще, смотрите. Когда ее зажечь, она, конечно, очень красиво будет смотреться. Сейчас не обязательно даже в город ехать. Магазинов открывается очень много, электрики. Ну вот практически 2-3 улицы и появляется магазин электрики. Или еще какой-нибудь хозяйственный или продуктовый, кафешки. В общем, всего очень много. Конечно, Тедже не узнать просто. Каждый день что-то новое. Но это в лучшую сторону, конечно. Если нужно шторы, здесь магазин штор. Рядом электрика. Я выезжаю на перекресток. Денис Казе, это вот магазин сладостей, я вам показывала. Здесь вкусная пахлава, ну вообще всего очень много. Какая же красивая становится наша улица центральная. Вдоль все новые дома, практически все новые. Ну, может, какие-то год-два назад построились, а так в основном в этом году сдались. На углу вот этот сета из 2 блоков. Один блок уже, видите, коричневым сейчас вот показывается. Его покрасили, а первый блок еще пока штукатурка. Это рядом с рынком по средам. А это платный садик. Их 2 в Тедже. Один такой сиреневый я когда-то показывала. Вот это платный садик. А рядом вот это, видите, маленькие, это вот рынок по средам. Вот эти 2 дома выросли очень быстро. Остановилась, смотрю, дом этот, ну еще не видно, живут или нет, нету ни кондиционеров, ничего. Ну, многие, конечно, купили квартиры здесь, это недалеко от рынка по средам. Уже кафешечку открыли, видите, свежие соки выжатые. Дальше идет реклама, потом еще что-то там уже арендовали, но пока закрыто. Нету. Дом это Илькем Япы, застройщик. Нумерацию не знаю, но пока не написано, какой номер. Еще нету на входной группе, нету опознавания, какой это номер сети. Сейчас я проеду вот это кафе «Парадис». Здесь и закрытая веранда есть, и открытая. Летом, конечно, здесь очень много народу. Здесь есть кальян, если кто любит кальян. И вот так. Магазины везде. Шок. Практически сейчас в каждом доме есть какие-то магазины или кафе. Это Мухтаджи, местная администрация. И хочу показать вот Альпсити 6, дом. Сейчас остановлюсь. Напротив администрации, смотрите, в Альпсити 6 открылось кафе и еще магазин электрики. Новый дом, территория,
Вся территория идет за комплексом, там есть бассейн, беседки, очень удобно. Потом сдался вот этот маленький дом, пятиэтажный, также в этом году. И дальше это все новые дома. Впереди также новые дома. Хочу показать, тротуар возле дома уложен. Ну, конечно, где въездная часть, нету ничего. И дальше, видите, пока еще ничего нету, но столбы подготовили для освещения. И там все копают. Практически везде ведутся работы. Очень много. Это все новые дома. Если у вас квартира есть здесь, ребята, показываю вам. Здесь, видите, сняли все, что было здесь. Таким холмом была дорога. Подготавливают, будут плитку укладывать. Все перекрыто, но машины все равно ездят. Это Турция. Овощной открылся. А здесь парикмахерская. Коофер, это парикмахерская. И школа. Большая новая школа. Вокруг школы тротуар, все уложено. В общем, красота. Сейчас я хочу проехать, вот как машина едет, вокруг школы посмотреть. И потом проедем вперед. Хочу показать вот это перекресток. Видите, по Гази-Паша тротуар все уложено. Люди идут с одной стороны. Вот сюда. Также тротуар есть с одной и чуть дальше с другой стороны. Конечно, не все доделано с дорогой, но я думаю, все сделают. Сейчас я хочу объехать вокруг школы. Школа, конечно, шикарная. Детей очень много учатся. Смотрите, с другой стороны, видите, также все дорожки. Все очень хорошо. Все новые сеты красивые. Участков таких для строительства не очень много осталось. Сейчас я поверну. Земля, конечно, она не бесконечная. Которая ближе к морю, она дороже, конечно, стоит. Но зато и больше преимуществ, чем за трассой Д400. Показать вот это склады. Здесь был пожар, конечно, страшный. Крыша все горела. Ну, наполовину сгорела там. Там стояли стеллажи, ящики для фруктов, для сбора урожая. Впереди вот эти дома серенькие с белым новые. Вот это я сейчас поверну, 3 дома новые. Уже живут люди, дом сдан. Смотрите, какая часть территории, все уложено, все красиво, асфальт. Просто не узнать. Остановилась у этих сите. Хочу показать вам. Вот смотрите, кто купил квартиру. Да, первый высокий этаж. Какой они себе балкон еще пристроили. Здесь, я не знаю, 60, наверное, если не больше квадратов. Это же идет туда и в эту сторону. Еще целую квартиру можно, считай, построить. В Турции это все возможно. Вот такая красота, представляете? Еще одна квартира дополнительно. Напротив школы уже делают побелку. Первый раз отштукатурен дом и вставляют окна. Внутри также произведена первая побелка и сразу территорию оформляют все, потому что будут и тротуары укладывать все. Поэтому подготавливают быстро. Классно будет. А море буквально вот 3-й дом, это уже море. Камера удаляет, но близко совсем, ну метров 200 максимум. Так, что здесь? Пицца, Анатолия, суши. Но еще не ходила, надо будет сходить обязательно. Хочу моти попробовать. Я моти вообще обожаю, японский десерт. Здесь пекарня. Когда-то я делала обзор на эту пекарню. С другой стороны аптека и, как видите, балкон. Я не знаю, 3 квартиры, наверное, еще можно сделать. Дальше кафешки. Ну, все классно, конечно, делают. Дорогу, может, еще как-то будут покрывать асфальт. Потому что вот эти полосы бетонные, видите, вот показываю, сейчас вот переехала. Как-то они чуть ниже асфальта. Ну, все уложено. Тротуар, конечно, шикарный.
улица просто широкая. Хочу показать, в этих домах электрик, магазин появился, электрика. И дальше идет там магазин золотой. На витрине золото все, украшения. Автобусы идут, конечно, один за одним. Очень много. И причем, чем удобно в ТЭДЖ, во все направления. С этой стороны уложили плитку, в промежутках пока не везде есть. Если идти к набережной, покажу обратную сторону. Смотрите, какая красивая улица, да? Приятно смотреть. И этого 3 года назад вообще ничего не было. Были вот такие пустырь или лимонные сады. Горы недалеко, камера удаляет, но красиво. Тучи, конечно, над горами, но все равно хорошо. Ребята, кто впервые зашел ко мне на канал, меня зовут Вера, я живу в Турции, город Мерсин, район Теджи. Показываю на своем канале все то, что мне нравится, без всех приукрас. В общем, вы сами видите, все показываю как есть. Живу я в Турции уже 3 года, приехала из Санкт-Петербурга с мужем и котом на ПМЖ. Так что присоединяйтесь. У меня есть еще второй канал кулинарный, называется он «Вкусно с Верой». Кому интересно, подписывайтесь, смотрите, заходите на канал. Я готовлю простые, но очень вкусные блюда. Делюсь с вами рецептами. И, конечно, пробую рецепты новые, которые мне также понравились от моих подписчиков или от других блогеров. Ну а чтобы быть с вами ближе, я открыла в телеграм-канал и показываю все анонсы, свежие новости. Поэтому вы можете в любой момент зайти и увидеть все актуальное, то, что не попадает на YouTube. Выкладываю, что есть в этот день. В общем, заходите, присоединяйтесь. Будем смотреть все, показывать, рассказывать, делиться с вами. Я вас приглашаю на свой телеграм-канал. Друзья, сегодня мы проехали по району Теджи, немного набережной. Посмотрели, что изменилось в лучшую сторону. Конечно, все меняется, это факт. Нельзя это отрицать. Кому понравилось мое видео, напишите комментарий, поставьте лайк, поделитесь обязательно с другом. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Многие смотрят, но без подписки. Ну, как сказать, я стараюсь. Хотелось бы в ответ от вас получить подписку. Ну, что делать? Жизнь такая сейчас. Ну, да ладно. Все, друзья, на сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До новой встречи в новых видео. Мы еще много чего не сняли, но обязательно снимем. И я вас, как всегда, возьму с собой. Я думаю, следующие путешествия у меня пойдут в Тамюк и все остальные районы в ту сторону. Поэтому смотрите, будете в курсе новостей. И обязательно заходите на мой телеграм-канал. Все, друзья, всем пока-пока.